На протяжении веков мифы и легенды считались вымыслом, сказками, которые люди рассказывали друг другу у костра. Однако археология, наука и исторические открытия доказывают, в некоторых мифах скрывается истина. В этом видео мы разберем 10 случаев, когда древние легенды, сказания и предания оказались реальными. Троя – мифический город, который существовал на самом деле. Гомеровская «Илиада» рассказывала о Великой Троянской войне, где ахейцы осадили Трою и захватили ее с помощью хитроумного деревянного коня. Долгое время считалось, что Троя – выдуманный город, а сама война – всего лишь поэтический вымысел. Однако в XIX веке немецкий археолог Генрих Шлиман, вдохновленный древними текстами, отправился на поиски Трои и нашел ее руины в Турции, на холме Гисарлык. Там были обнаружены 9 культурных слоев, относящихся к разным эпохам, а также доказательства разрушения, которое могло соответствовать событиям Троянской войны. Позже археологи выяснили, что город действительно был осажден и разрушен примерно в XIII веке до нашей эры, что совпадает с предполагаемыми датами войны. Хотя подробности остаются неясными, само существование Трои уже разрушило стереотип о чистой мифологии Гомера. Великий потоп – воспоминание о реальной катастрофе. Истории о глобальном потопе встречаются в мифах многих народов. От библейского Ноя до месопотамского Утнапиштима и индийского Ману. Можно было бы считать это просто повторяющимся сюжетом, но ученые нашли этому реальные объяснения. Археологические исследования показывают, что в древности действительно случались катастрофические наводнения. Одно из самых масштабных – разлив Черного моря около 5600 года до нашей эры. Когда Средиземное море прорвало Босфорский перешеек, огромные массы воды затопили прилегающие территории, что могло оставить в памяти народов след в виде мифов о потопе. Другие доказательства приходят из Месопотамии, где найдены древние таблички с рассказом о потопе, идентичным библейскому, но написанным за тысячи лет до появления Ветхого Завета. Амазонки – реально существовавшие женщины-воины. Древнегреческие мифы рассказывают о племени амазонок, воительниц, живших без мужчин и сражавшихся наравне с лучшими воинами античности. Долгое время считалось, что это просто легенда. Однако археологи нашли многочисленные захоронения женщин, в которых были доспехи, оружие и следы боевых ранений. Особенно интересные находки были сделаны в степях Скифии, современные Украина, Россия и Казахстан. Женские скелеты, принадлежавшие наездницам-лучницам, подтверждают, что скифские женщины действительно были воинами и могли послужить прототипом мифических амазонок. Более того, греческие источники упоминают, что амазонки жили на северо-востоке, как раз там, где археологи нашли останки этих воительниц. Гигантские змеи из мифов – реальные существа. Во многих культурах встречаются мифы о гигантских змеях, например, драконы в Китае, наги в Индии, Кецалькаатль у ацтеков. Долгое время считалось, что это просто фантазии, но открытия ученых доказали, что в древности на Земле жили огромные змеи. В 2009 году в Колумбии были найдены останки титанобоа, гигантского удава, достигавшего 15 метров в длину и весившего более тонны. Это самое крупное известное змееподобное существо в истории. Его существование подтверждает, что мифы о гигантских змеях могли быть воспоминанием о реально существовавших животных, сохранившихся в устных преданиях. Затерянный город Павлопетри – Атлантида реального мира. Легенда об Атлантиде, затонувшей цивилизации, описанной Платоном, до сих пор остается загадкой. Но археологи нашли под водой реальный древний город Павлопетри, который существовал более 5000 лет назад и затонул в результате катастрофы. Этот город был обнаружен в 1967 году у побережья Греции, и его постройки, дороги и здания прекрасно сохранились. Это один из старейших затонувших городов в мире, и он показывает, что мифы о потерянных цивилизациях могут основываться на реальных событиях. Каменные молоты Тора – свидетельство древней металлургии. В скандинавских мифах часто упоминается молот Тора – Мьёльнир, который обладал магической силой. Археологи действительно находили древние молоты, но их особенностью является сложная обработка металлов, которой, по официальным данным, тогда быть не могло.
Например, норвежские археологи обнаружили молот, возраст которого около 1000 лет, с рунной надписью «Мьёльнир», что доказывает культовый статус оружия среди викингов. Бермудский треугольник – магнитная аномалия. Миф о Бермудском треугольнике гласит, что в этом районе таинственно исчезали корабли и самолеты. Хотя многие считают это выдумкой, ученые выяснили, что в этом районе действительно происходят редкие магнитные аномалии и мощные подводные течения, которые могли быть причиной гибели судов. Недавние исследования также выявили метановые выбросы на дне океана, которые могут вызывать внезапные воздушные ловушки, утягивающие корабли под воду. Огненные колесницы – свидетельство древних технологий. Мифы многих народов рассказывают о колесницах богов, которые спускались с небес. Некоторые исследователи связывают эти легенды с реальными летательными аппаратами древности. В Индии найдены древние тексты, описывающие виманы – летающие машины, якобы использовавшиеся богами. В Тибете существуют наскальные рисунки с изображением летающих объектов, поразительно похожих на современные летательные аппараты. Чудовище Лох-Несса – реликтовое животное или древний миф. Легенда о Лох-Несском чудовище – одна из самых известных в мире. Истории о загадочном существе, якобы обитающем в глубинах шотландского озера Лох-Несс, восходят к древним временам. Первое письменное упоминание о монстре встречается еще в летописях 565 года нашей эры, где святой Колумба якобы спас человека от нападения таинственного водного зверя. Позднее, начиная с 20 века, сообщения о встречах с Несси участились. В 1934 году появилась знаменитая фотография хирурга, якобы запечатлевшая длинную шею существа, напоминающего плезиозавра. Позже оказалось, что снимок был сфабрикован, но к этому моменту интерес к лохнесскому чудовищу уже захватил весь мир. Есть несколько теорий, объясняющих миф о Несси. Версия о плезиозавре. Предполагается, что Несси – переживший динозавр, но это маловероятно, так как плезиозавры дышали воздухом и их замечали бы чаще. Гигантские сомы или угри. Ученые предполагают, что за чудовище принимают крупных сомов, длина которых может превышать 3 метра, или гигантских угрей, которых действительно находили в озере. Оптические иллюзии. В озере часто образуются волны, создающие впечатление движения крупного объекта. Подземные тоннели. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что в Лох-Нессе могут быть подводные проходы, соединяющие его с морем, что позволяет крупным существам временно появляться в озере. Несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств существования лохнесского чудовища, легенда о нем продолжает вдохновлять искателей приключений и исследователей. Вампиры – миф или реальность? Истории о вампирах, кровососущих существах, пугают человечество на протяжении веков. Практически в каждой культуре есть рассказы о мертвецах, восстающих из могил, чтобы питаться кровью живых. Но откуда появился этот миф? Одна из первых задокументированных историй о вампирах пришла из Восточной Европы в 17-18 веках, когда крестьяне начали сообщать о таинственных смертях, сопровождающихся слухами о мертвецах, возвращающихся к жизни. В 1725 году в Сербии была зафиксирована история Петра Благоевича, который, по утверждениям местных жителей, восстал из могилы и начал убивать людей, высасывая их кровь. Местные жители выкопали его тело и обнаружили, что оно не разложилось, после чего вбили ему осиновый кол в сердце. Но есть ли у этого мифа научное объяснение? Ученые считают, что в основе легенд о вампирах лежат реальные медицинские явления. Порфирия – редкое заболевание, вызывающее светочувствительность, из-за чего больные избегали солнца, а также покраснение зубов и кожи, что могло напоминать образ вампира. Каталепсия и летаргия – состояния, при которых человек может выглядеть мертвым, но через некоторое время оживать, что могло породить истории о воскресших мертвецах. Туберкулез. В XVIII веке в Европе бушевали эпидемии туберкулеза, симптомы которого включали бледность, кровохарканье и ослабление организма. Многие люди верили, что больные становятся вампирами после смерти. Разложение тел. В те времена, когда медицина еще не понимала процессов разложения, иногда эксгумированные тела выглядели необычно. У них могли сохраняться ногти и волосы. На самом деле кожа просто усыхала, а изо рта могло вытекать кровянистое вещество. Все это воспринималось как доказательство вампиризма.
Археологи также находили подтверждение тому, что люди действительно боялись вампиров. Например, в Польше и Болгарии были обнаружены средневековые захоронения с телами, у которых отрубали головы или клали в рот камни. Так, согласно поверьям, мертвецы не могли вернуться к жизни. Сегодня миф о вампирах продолжает жить в массовой культуре, но его истоки вполне реальны. Это страх перед смертью, болезнями и неизвестным. А какие мифы, которые оказались правдой, знаете вы? Напишите об этом в комментариях.